Представь, ты отправляешь сообщение другу в другой город. «Привет, как дела?» Оно приходит не сразу. Секунда, две, иногда 5. Ты думаешь, почему так долго? А теперь посмотри на небо. Свет от солнца летит до нас 8 минут 20 секунд. Если солнце погаснет прямо сейчас, мы будем видеть его еще 8 минут, как будто все нормально. Свет от ближайшей звезды идет к нам 4 года и 3 месяца. От далеких галактик – миллиарды лет. Почему в такой огромной и мощной Вселенной новости приходят так медленно? Почему не мгновенно? Сегодня мы вместе разберем эту загадку. Это будет как детективная история. К концу видео ты посмотришь на звезды совершенно по-другому. Готовы? Поехали! Представь, что ты открываешь карту в телефоне. Если бы телефон сразу показал всю Землю, каждый дом, каждую машину, каждое дерево на планете, каждый самолет в небе, что случится? Телефон мгновенно нагреется, экран начнет мигать, приложение вылетит, а батарея сядет за секунды. Потому что считать и показывать миллиарды деталей одновременно слишком тяжело даже для самого мощного телефона. Поэтому умные программы показывают только то, что рядом с тобой. Остальное спрятано. Не потому, что его нет, а потому, что его пока не нужно считать. А теперь представь, что вся Вселенная работает точно так же. Если бы любая информация летела мгновенно, то каждая звезда, каждая частица должна была бы знать обо всем остальном прямо сейчас. Это как если бы твой телефон пытался одновременно показать всю Вселенную. Он бы просто сгорел. Поэтому природа ввела строгое правило. Ничто не может передавать информацию быстрее скорости света. 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Это не случайное число. Это максимальная скорость обновления всей нашей реальности. Почему именно эта скорость? Почему нельзя быстрее света? Потому что если информация придет быстрее, сломается самое важное правило жизни. Причина всегда происходит раньше следствия. Представь, ты пишешь письмо другу. Оно идет почтой 3 дня. Он отвечает еще через 3 дня. Все логично. А теперь представь, что письмо приходит мгновенно или даже быстрее, чем ты его написал. Друг читает его завтра до того, как ты написал сегодня. Он отвечает: «Пожалуйста, не пиши это письмо». Ты читаешь ответ и решаешь не писать. Но тогда откуда взялось письмо? Получается парадокс. Реальность запутывается в бесконечном цикле и ломается. Чтобы этого не произошло, природа поставила невидимую границу – световой конус. Все внутри него может повлиять на тебя прямо сейчас. Все снаружи пока не существует для тебя. Оно подгрузится только когда свет до тебя долетит. Это как если бы твоя жизнь была фильмом. Ты видишь только то, что сейчас в кадре. Многие думают: а что если мы все-таки найдем способ обогнать свет? Давайте посмотрим, что было на самом деле. В 2011 году весь мир взорвался новостью. Ученые в эксперименте Опера запустили частицы нейтрино из Швейцарии в Италию. Расстояние 730 километров. Они измерили время и увидели, что нейтрино прилетели чуть-чуть быстрее света. Газеты писали: «Эйнштейн ошибался». Люди радовались, наконец-то доказали, что можно быстрее света. Но через несколько месяцев ученые нашли ошибку. Обычная, банальная ошибка в кабеле оптического волокна. Всего 60 наносекунд разницы. Когда кабель починили, нейтрино полетели ровно со скоростью света. Никакого нарушения. Эксперимент провалился. С тех пор ученые провели десятки еще более точных проверок. В 2020-х годах проверяли скорость света с помощью лазеров, спутников и оптических волокон. Например, сигналы GPS работают на точности до миллиардной доли секунды. Если бы скорость света хоть чуть-чуть отличалась, GPS бы ошибался на сотни метров. Но он работает идеально. Лазерные лучи между спутниками и Землей, сверхточные часы на атомных станциях – все подтверждает. Скорость света остается абсолютно постоянной. Ни один эксперимент за последние 15 лет не смог ее нарушить. Это не теория, это проверено тысячами измерений. И даже квантовая запутанность не помогает. Да, две частицы связаны мгновенно,
но ты не можешь через них отправить сообщение или информацию. Это как открыть два одинаковых конверта и узнать, что внутри, но ты ничего не передаешь. Информация все равно не идет быстрее света. А что происходит, когда в одном месте собирается слишком много массы и информации? Появляется черная дыра. Время там почти останавливается. Это как если компьютер говорит: «Слишком много данных, я не могу все это обработать, спрячу за границу и не буду показывать». Самое удивительное открытие последних лет – голографический принцип. Многие физики, включая известную Сабин Хасенфельдер, считают, что вся наша трехмерная Вселенная – это на самом деле проекция с двумерной поверхности. Представь голограмму на банковской карте. Тонкая плоская пленка, а когда на нее падает свет, ты видишь объемную 3D-картинку. Вся информация о 3D-объекте хранится на плоской поверхности. Физики говорят, то же самое может быть и с нашей Вселенной. Вся информация о нас, о звездах, о черных дырах хранится на тонкой поверхности, где-то на краю космоса. Мы думаем, что живем в трехмерном мире, а на самом деле мы как голограмма. Это невероятная экономия. Вместо огромного 3D-мира хранится только 2D-картинка. Оптимизация на высшем уровне. Скорость света — это не ограничение, это защита. Это способ не дать всей реальности рухнуть от перегрузки. Но если мы действительно живем в такой оптимизированной симуляции, то кто запустил этот огромный компьютер? Кто следит за процессором? И что будет, если мы узнаем слишком много? Мы как герои фильма, которые начали замечать, что мир подгружается кусками. И когда герой становится слишком умным, сценаристы либо меняют сюжет, либо выключают проектор. Пока наслаждайся игрой. Смотри на звезды. Их свет — это письма из прошлого. И, возможно, кто-то снаружи тоже смотрит на нас и улыбается. Подписывайся на «Атмосферу и жизнь». Здесь мы ищем настоящие трещины в реальности. До встречи!